Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я сделала подборку из 7 замечательных рецептов торта «Молочная девочка». Торты эти все совершенно разные. Их объединяет только то, что готовятся они все по принципу торта «Молочная девочка» со своими совершенно эксклюзивными вариациями. Итак, первый торт у нас будет торт Рафаэлло «Молочная девочка», второй торт Золушка ореховый, третий торт кукис со вкусом шоколадного печенья. Четвертый торт у нас будет классический торт «Молочная девочка», пятый – это трюфельный «Молочная девочка», шестой – это карамельная девочка и седьмой – шоколадная молочная девочка. Сегодня в данном видео я пеку незабываемо вкусный, очень нежный, тающий буквально во рту торт «Молочная девочка» Рафаэлло. Этот торт действительно очень напоминает вкус знаменитых всемирно известных конфет Рафаэлло. Торт готовится очень просто и быстро из самых простых и доступных продуктов. И главную роль, на мой взгляд, в этом торте играет именно крем. Крем готовится из самых простых продуктов. Благодаря ему тортик получается нежнейшим просто. И сначала приготовим заварную основу для крема. Для заварной основы мы возьмем 150 грамм сахара, 16 грамм ванильного сахара, 80 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю до однородности. В приготовлении крема мы даже не будем использовать яйца. Готовится он очень просто. 1 литр молока кокосового. Вы можете обычное молоко брать, но лучше брать именно кокосовое молоко. Все перемешала, чтобы не было комочков, и довожу всю эту смесь до кипения. Если у вас нет кокосового молока, возьмите обычное молоко, но лучше брать именно ароматное кокосовое молоко. В кастрюлю с толстым дном на умеренном огне при непрерывном помешивании довожу всю эту смесь до кипения. Когда пойдут первые пузыри, провариваю еще примерно 30 секунд и снимаю с огня. Добавляю туда 50 грамм белого шоколада. Все это перемешиваю, чтобы шоколад растворился. И 100 грамм кокосовой стружки. Кокосовая стружка, если у вас крупная или малоароматная, слегка измельчите ее в кофемолке. Она даст уже аромат, но не до такого состояния, чтобы она у вас уже масло выделила. Переливаю сейчас в емкость, где заварная основа будет остывать именно до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Накрываю пищевой пленкой в контакт и отставляю в сторону. Для теста я беру 4 яйца среднего размера, весом без скорлупы примерно по 50 грамм, 200 грамм растопленного сливочного масла и 2 банки сгущенки. Общей массой у меня получится примерно 780 грамм сгущенного молока с сахаром. Вы же можете 760 брать, здесь особой разницы в этом не будет. Тогда добавляйте просто меньше муки, грамм на 20. Размешиваю сейчас все это просто большим венчиком, даже не использую здесь миксер. Если вы сомневаетесь, вы можете также использовать здесь любой миксер, и ручной, и планетарный. Просто тесто настолько неприхотливое, что я замешиваю обычным венчиком. Добавляю туда 280 грамм просеянной муки. Муку я уже предварительно просеяла. И 8 грамм разрыхлителя. Разрыхлитель обязательно нужно просеивать всегда. Также добавляю туда 100 грамм кокосовой стружки. Еще раз напоминаю, что если она у вас малоароматная, следует ее измельчить дополнительно в кофемолке импульсами. Размешиваю все это до однородности. Получается вот такое вязкое тесто. Оно вот так стекает с венчика. Это нормально, таким оно должно быть. Кокосовая стружка там видна. Ее никуда не денешь, потому что торт у нас кокосовый. Такая консистенция теста. Коржи у меня здесь будут по 24 сантиметра в диаметре. Я испеку сейчас 8 коржей. Если будут более маленькие обрезки у вас, теста хватит смело на этот диаметр на 9 коржей. Если вам нужен небольшой маленький тортик, всех ингредиентов следует взять вдвое меньше, и тогда у вас получится тортик на 18 сантиметров в диаметре, 16-18 сантиметров, с таким же количеством коржей. Примерно измеряю сейчас крышкой от кастрюли.
24 сантиметра в диаметре. Это очень удобно делать. Вы же можете нарисовать круги на пергаменте, все, что вам нравится. Пока печется один корж, я уже наношу другой корж. 200 градусов Цельсия на режиме верх-низ без конвекции в заранее разогретой духовке выпекаем примерно 7-8 минут. Все будет зависеть от вашей духовки до золотистого цвета. Дольше их выпекать не нужно, коржи будут мягкие, когда мы их достаем из духовки. Так и должно быть. Процесс происходит очень быстро. Вот так выглядит уже готовый корж. Может быть 6 минут понадобится это в вашей духовке. Все зависит от индивидуальной духовки каждого. Вырубаю сразу же, ничего здесь ждать нельзя, еще в горячем виде. Обрезки убираю. Обрезками можно украсить торт, измельчив их в измельчителе. Я же буду просто кокосовой стружкой украшать этот торт. Коржи нежнейшие, вот разламываю при вас. Тающие во рту коржи, их можно кушать как самостоятельный десерт. У меня получилось 8 коржей, как я вам сказала, вот показываю вам их все. Коржи молочная девочка следует всегда простилать бумагой для выпечки, либо же пищевой пленкой, потому что они липкие благодаря сгущенке. И вот такое количество обрезков. 300 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю 3 минуты примерно до побеления и пышности. Заварная основа остыла у меня до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Температура масла и заварной основы у меня примерно 25-27 градусов Цельсия. По 2 столовые ложки заварной основы добавляю к маслу и прорабатываю недолго миксером. И так я проделываю со всей заварной основой сейчас. Крем получится не очень стабильным, он нам и не нужен здесь стабильным, потому что этот крем должен будет пропитать коржи. Коржи уже сами по себе очень мягкие и нежные, но крем дополнительно их пропитает. Настолько, насколько это им нужно будет. Крупинки в креме — это, естественно, кокосовая стружка, которую мы добавляли. Итак, всю заварную основу я добавила. Вот такой крем получился. В состоянии такой сметаны. То есть более стабильным он здесь не должен быть. И сразу же приступаю к сборке торта. Вот так прекрасно коржи отделяются от пергамента. Пергамент у меня силиконизированный. Вы можете также, естественно, выпекать эти коржи и на силиконовом коврике. Крем я разделила визуально на 8 частей, чтобы хватило на 8 коржей, и наверх и боковины торта мне также понадобится 8-я часть крема. Собирается и готовится этот торт очень просто и быстро. Торт очень ароматный благодаря хорошей кокосовой стружке. Если у вас мало ароматной, вы ее измельчите для себя просто в кофемолке. Она также даст аромат, и кокосовому молоку. Здесь очень важно выбрать хорошее кокосовое молоко. Сейчас огромный выбор в супермаркетах есть кокосового молока от разных очень производителей. Лучше брать кокосовое молоко, чтобы производитель был именно в той стране, где произрастает кокос. И тогда у вас будет хорошее качественное молоко кокосовое. Сейчас огромный выбор этого. Ставлю сейчас в кольцо и убираю в холодильник примерно на 3-4 часа. Лучше на ночь убрать. Когда торт полностью уже стабилизировался у меня, покрою его просто кокосовой стружкой и обжаренным миндалем. Я предварительно обжарила 80 грамм измельченного миндаля на сковороде, декорирую верх. Делаю я это намеренно, чтобы миндаль внутри в начинке не размокал. Так он сохранится более хрустящим. Если вы захотите его декорировать чем-то другим, ганашем или какими-то кремами, сырными на масле, либо же белково-заварным кремом, в этом случае я бы сделала так, я бы покрыла еще сверху торт масляным кремом на сгущенке и как бы вмешала в этот крем миндаль. Так и вкус будет соответствовать торту Рафаэлло. И таким образом поверх масляного крема вы уже можете наносить любой крем для декора. Либо же сделать эту прослойку из ганаша на белом шоколаде. Тоже соответствовать будет.
Здесь я использую кокосовую стружку для декора. Примерно 50 грамм ее может здесь уйти. Это смотря как обильно вы будете ее посыпать. Торт нарезается идеально крупным ножом. Торт рассчитан минимум здесь на 20 порций. Торт этот большой. Вот такой идеальный разрез у торта получается. Если вы его достали из холодильника, следует дать ему постоять минимум полчаса, чтобы он стал мягким. Это очень важно в любом заварном креме. Обратите на это, пожалуйста, внимание. То есть вы его можете нарезать сразу на порционные кусочки и дать ему постоять именно, чтобы он пропитался и стал таким очень нежным и мягким. Вот такой он нежный получается, видно, как он надламывается вилкой. Сегодня в данном видео я делаю один из самых вкусных ореховых тортов. Это торт «Золушка» или торт «Ореховая молочная девочка». Незабываемо вкусные сливочно-ореховые коржи «Молочная девочка» в сочетании с нежнейшим меренговым миндальным коржом внутри торта, с удивительно вкусным и нежным заварным кремом. Торт нежнейший получается, тающий во рту. Готовится, как я уже сказала, из самых простых и доступных продуктов, без сливок, сыра и желатина. Итак, приготовим сначала корж «Молочная девочка» ореховая. 140 грамм муки, 1 столовая ложка какао и 4 грамма разрыхлителя. Разрыхлителя здесь больше брать не следует. 2 яйца среднего размера, 100 грамм растопленного сливочного масла. Все это просто перемешиваем. 390, можно 380 грамм сгущенного молока с сахаром брать. Тогда муки, если у вас банка маленькая, муки возьмите на 10 грамм меньше. У меня здесь европейская банка 397 грамм. Все перемешиваем. И как вы видите, замешиваю я это все даже без миксера. Очень просто все это делается. Такая жидкая смесь должна получиться. Просеиваем обязательно туда всю сухую смесь. И добавляем сейчас 50 грамм молотого миндаля. Это не миндальная мука, это просто молотый миндаль. Можете брать здесь грецкий орех, фундук, все, что вам нравится. Но самый нежный вкус у этого торта, конечно же, с миндалем получается. Выпекать я буду одним коржом. 2 таких у меня будет этапа выпечки. Корж у меня будет 30 на 40 сантиметров. Наносим корж на пергамент толщиной не более 4 миллиметров. Нам понадобится ровно половина того теста вот на один корж, который мы приготовили. Пока печется один корж, мы уже готовим другой. Корж мы выпекаем в заранее разогретой духовке при температуре 200 градусов Цельсия без конвекции на режиме вверх-вниз на среднем уровне примерно 8-10 минут. Но ближе к 8 минутам я склоняюсь, потому что у всех духовки разные, смотрите по вашей духовке. Как только мы достали корж из духовки, ничего здесь не ждем, сразу же нужно обрезать у него края. Обрезки останутся, они нам потом пригодятся при посыпке этого торта. На данное количество теста вы можете выпекать торт в круглой форме 24 см в диаметре. Вот этого теста как раз идеально вам хватит на 4 коржа «Молочная девочка» и на меренговый слой. Потом это в дальнейшем я скажу. И сразу же еще в горячем виде разрезаем его на 2 равные части. Итак, приготовим теперь меренговый корж. Разделяем 5 яиц на желтки и белки. Взбиваем 5 белков, щепотку соли добавляем туда и 8 грамм ванильного сахара. Взбиваем до состояния такой пивной пены. Добавляем туда 150 грамм сахара и взбиваем около 4-5 минут. Все будет зависеть от мощности вашего миксера. Пики подрагивающей меренги. Добавляю туда 20 грамм кукурузного крахмала и 100 грамм молотого миндаля. Опять же, орехи на ваше усмотрение. Все это перемешиваю. Ничего долго не взбиваю, просто перемешала. Форма прямоугольная у меня здесь 28 на 18 сантиметров. Все это разравниваю и отправляю сейчас выпекаться с конвекцией при температуре 180 градусов Цельсия
примерно на 20-25 минут. Зависит все будет от вашей духовки. Если у вас нет конвекции в духовке, следует выпекать при температуре 160 градусов Цельсия примерно 40-45 минут. У меня примерно 22-23 минуты он выпекался, этот корж. Я его достала, сверху хрустящая корочка, внутри корж мягкий. Как я уже сказала, для круглой формы на диаметр 24 см идеально подойдет это количество теста. Теперь приготовим крем. 750 мл молока отправляю, довожу до кипения. 70 грамм кукурузного крахмала, 180 грамм сахара и 250 мл холодного молока. Все это перемешиваю. Добавляю туда 16 грамм ванильного сахара. И сейчас я добавляю туда 5 желтков, которые остались у нас от белковой массы. Все это очень аккуратно перемешиваю до однородности и иду уже уваривать всю эту смесь. Молоко практически закипело. При непрерывном помешивании в кастрюле я добавляю туда всю желтковую смесь и довожу сейчас на умеренном огне до кипения и провариваю примерно 30 секунд и снимаю с огня. Смесь заварилась. Я выливаю ее в емкость, где она у меня будет остывать до комнатной температуры, ни в коем случае не до холодного состояния. Сейчас холодное время года, смотрите, чтобы она у вас не остыла, очень холодной не была эта смесь. 350 грамм размягченного сливочного масла я взбиваю до пышности. Теперь по 2 столовые ложки примерно я добавляю туда заварной основы к маслу и прорабатываю такими короткими этапами миксером. Не нужно здесь взбивать очень долго. Очень многие взбивают бесконечно долго вот эту массу, и эта масса становится жидкой, потому что проваренный крахмал просто теряет свойства свои, и масса расслаивается. Здесь очень важно смотреть, чтобы и масло, и заварная основа были примерно одинаковой температуры 25-27 градусов Цельсия. Тогда соединятся идеально у вас обе эти массы. Крем я взбила, вот такой пышный он у меня получился. Крем очень хорошо пропитает все наши коржи. Начинаем сборку торта. Вот такие коржи у меня ореховые, очень вкусные, молочная девочка. Уникальность этих коржей в том, что молочная девочка дает сливочный такой вкус, незабываемый. И поэтому весь этот торт, он получается действительно необыкновенно вкусным. Я разделила крем на равные части, чтобы мне хватило промазать каждый корж и чтобы хватило сверху на украшение и на обмазку всего торта. Меренговый корж прекрасно отстает от пергамента. Пергамент у меня силиконизированный. Если у вас не силиконизированный пергамент, следует его промазать небольшим количеством растительного масла без запаха. И тогда у вас прекрасно он будет отделяться от пергамента. Итак, в центр мы уложили меренговый корж. Потом закрываем 2 коржами молочной девочки. Делается это все на самом деле очень просто. На всю выпечку здесь в общей сложности уйдет не более часа времени. Вместе уже с тем временем, что коржи будут находиться в духовке. Крем очень хорошо дополняет эти коржи. Он их хорошо очень пропитывает. Другого крема здесь в принципе и не нужно. Кто хочет использовать сливочный крем, пожалуйста, можно и сливочный использовать. Торт я собрала. Немножко крема я отложила и оставлю его на украшение. Здесь в принципе и центральный меренговый корж вы можете выпекать на одном противне и потом разрезать его на 2 такие же равные части, как и корж молочная девочка. То есть не использую никакой формы для выпечки. Тогда он, конечно же, будет в 2 раза ниже, этот корж, и выпекаться будет в 2 раза быстрее. Это все на ваше усмотрение. И тогда у вас будет не 5 коржей в торте, а уже 6. Обрезки, которые у меня оставались, я сейчас измельчаю в измельчителе и буду обсыпать ими торт. Вы можете просто орехами обжаренными украсить, все, что вам нравится. Торт удивительно вкусный. Торт очень самобытный во вкусе. Торт не напоминает безглютеновые меренговые коржи. Он не похож на эстерхази, он не похож на киевский, он не похож на обширон. Вот эта сливочность, которая есть в молочной девочке, делает его незабываемо просто вкусным. Делаю сейчас вот такое элементарное украшение из насадки кондитерской 1М. Этим же кремом, который я также убирала в холодильник. Потом
Я его достала, прогрела слегка 10 секунд в микроволновке, он стал опять мягким, и украшаю просто фундуком для красоты. Убираю на 3-4 часа в холодильник. Торт у меня провел около 4 часов в холодильнике. Он прекрасно нарезается, на порционные пирожные его в холодном виде очень хорошо нарезать. Его нужно нарезать и дать ему постоять. Он нарезается даже на очень маленькие фрагменты, этот торт. Красиво центральный корж у него смотрится. Его видно, что он, во-первых, светлее гораздо, чем вот те коржи. Просто, может быть, камера не так передает. Он шире и он очень влажный. Получается этот корж, который у нас внутри находится, вот этот меренговый. Прекрасно надламывается вилкой. Торт тающий во рту, нежнейший. Очень советую всем приготовить. Вот так прекрасно нарезается на порционные пирожные. В данном видео я пеку мега вкусный торт «Молочная девочка Chocolate Cookies». То есть торт «Молочная девочка» со вкусом мега вкусного американского шоколадного печенья с кусочками шоколада. Торт готовится очень просто и очень быстро. Напоминает такие знаменитые американские десерты из кофеин по вкусу. Вкус у торта насыщенный, осенне-зимний такой. Итак, готовим сначала коржи. 160 грамм муки, 30 грамм какао-порошка и 1 чайную ложку разрыхлителя, это примерно 4 грамма. Точные граммы я напишу в описании, конечно же, точный рецепт. Перемешиваю, отставляю пока в сторону. 2 яйца среднего размера комнатной температуры, 100 грамм растопленного сливочного масла. Масло ни в коем случае не должно быть горячим. Все это перемешиваю, добавляю туда сейчас 390 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. Вы можете 380 добавлять, тут роли особо это не сыграет. Также все это хорошо перемешиваю до такой однородной массы. Миксер я здесь не использую. Достаточно будет просто обычного венчика. И просеиваю туда сейчас уже всю сухую смесь. Духовка у меня заранее уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекать я буду эти коржи отдельно, каждый корж. Очень быстро они пекутся, буквально 5-6 минут, потому что коржи будем делать небольшого диаметра. Сейчас примерно вот так тесто, 1 силиконовая лопатка, вот так вот беру я тесто. И чтобы тесто не затягивалось, сразу же распределяю его по пекарской бумаге. Распределять лучше всего металлическим шпателем, либо же ножом, у кого нет шпателя. Все это делается очень просто и быстро. Пергамент у меня здесь силиконизированный. Коржи я буду выпекать по 20 см в диаметре. Кто новичок, на обратной стороне пергамента лучше всего себе это нарисовать и выпекать таким образом. Сейчас, пока печется один корж, сразу же я наношу следующий корж, потому что пекутся они очень быстро. Выпекаю я коржи при температуре 200 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции в заранее разогретой духовке на среднем уровне. Так как коржи шоколадные и очень трудно сориентироваться по их виду, то лучше всего ориентироваться по времени. 5, максимум 6 минут печется каждый корж. Очень важно здесь не пропустить это время, иначе корж высохнет и он будет ломаться. Они очень мягкие после того, как я их достаю из духовки. Сразу же ни в коем случае ничего не жду, вырубаю их вот такой крышкой. Очень удобно вырубать крышкой. Еще раз повторяю, если вы новичок, рисуйте себе диаметр коржа на обратной стороне пекарской бумаги, чтобы вам уже лишнее тесто не использовать, чтобы не были у вас большие обрезки. Таким образом я выпекла 7 коржей. Обрезки нам сейчас понадобятся для посыпки торта сверху и с боков. Последний корж я нанесла такой уже большой, достаточно, но на 2 коржа мне здесь не хватило бы. Если вы будете еще тоньше наносить эти коржи на пергамент и еще более точно их наносить, тогда вам хватит, я думаю, на 8 коржей 20 сантиметров в диаметре. Но я здесь не преследовала такую цель, чтобы мне ровно 8 коржей получилось. У меня получилось 7 коржей, и также у меня много обрезков здесь получилось, и я работала спокойно и без всякого напряжения. Вот такие вот обрезки получаются, то есть идеально отходит тесто от пекарской бумаги. И сразу же готовлю очень быстрый крем. 360 грамм размягченного сливочного масла, 8 грамм ванильного сахара, либо же ванильного экстракта. Масло повзбивала чуть-чуть. Добавляю туда 150 грамм сахарной пудры. И взбиваю масло с сахарной пудрой около 2 минут. Можете больше взбивать, еще лучше это будет для крема. Я долго не взбивала, это очень быстрый такой американский крем. Туда же я отправляю сейчас
комнатной температуры, обязательно комнатной температуры, 500 грамм творожно-сливочного сыра. Лучше в идеале здесь брать такой сыр типа Филадельфии, который не имеет крупинок изначально. У меня сыр был с крупинками, поэтому и крем такой вот немножко неоднородный получается. То есть у меня самый примитивный сыр здесь творожно-сливочный, самый бюджетный. Вы же, если возьмете такой гладкий сыр, у вас и крем будет идеально гладким. Сыр вместе с маслом я взбивала 20 секунд. То есть долго там взбивать ничего нельзя. Вот это очень-очень важно. 20 секунд уже объединяем, когда сыр вместе с маслом. На каждый корж я выкладываю примерно по 140 грамм крема. Я крем взвешивала на весах. Здесь у меня 100 грамм покупной шоколадной крошки. Шоколад у меня здесь молочный. Обязательно нужно брать молочный. С горьким шоколадом будет невкусно. Я не натирала этот шоколад, а именно покупной. Сейчас он везде продается. Очень советую так вот сделать. И вкус идеальный получается вот именно американского шоколадного печенья с кремом и с шоколадом внутри. Шоколадные капли я не стала использовать в тесто. Так гораздо вкуснее получается вот с таким шоколадом, с шоколадной крошкой. Вот таким образом сейчас собираю весь торт. То есть у меня будет 6 прослоек с шоколадом. Шоколад я здесь распределяю на глазок, но так делаю ближе к центру, чтобы хорошо коржи склеивались между собой. Сразу хочу сказать по поводу замены этого крема на другой. Этот крем именно придает вкус вот этому торту того самого американского печенья. Если вы будете заменять каким-то сметанным там кремом, заварным, все это будет уже абсолютно другой на вкус торт. То есть вы можете заменять чем хотите, но это будет совершенно другой торт. На каждый корж я использовала примерно по 140 грамм крема. Я отвешивала его на весах, этот крем. И остатками крема я выравниваю верх и боковины тортика. То есть также 140 грамм у меня осталось на верх и на боковины. Конечно же, этот торт я украшаю в таком домашнем стиле. Вы можете его украшать абсолютно любым кремом, шоколадным ганашем, обтягивать его под мастику. Этот торт очень стабильный, очень хорошо переносит перевозку. Обрезки я сейчас измельчила в измельчителе, посыпаю получившейся крошкой верх и боковины торта. И в принципе торт у меня уже готов. Я его никуда не ставила, ни в холодильник, торт очень быстрый. То есть его собрали и сразу же можно подавать уже к столу. Вот чем хороший этот торт, он очень быстрый, очень просто готовится. Еще раз хочу вернуться к основе этого торта, именно к этому крему. Все дело здесь в этом американском креме. Кому-то, может быть, он покажется небюджетным, но американская выпечка, она, как правило, очень насыщенная, там много сыра, много масла, и поэтому она вся кажется небюджетной. Но вот этот именно вкус, потому что очень многие просили меня в комментариях приготовить такого рода тортик, я его приготовила. Вот этот вкус достигается именно вот таким видом крема и таким видом коржей. Здесь я из остатков коржей, из обрезков вырубила кондитерской насадкой вот такие вот как бы печеньки и украшаю ими торт сверху. Этого можно не делать, это просто все на ваше усмотрение в виде таких печенек домашних, скажем так. Сразу же нарезаю, он у меня абсолютно ни минуты не стоял в холодильнике торт, он сразу же уже очень пропитанный, коржи здесь мега вкусные, потому что молочная девочка, шоколадные коржи, они тают во рту, хотя крем и на масляной основе, но он тоже очень хорошо пропитывает эти коржи. Торт необыкновенно просто вкусный. Прекрасно надламывается вилкой, прослеживаются все коржи, все эти шоколадные посыпки. В данном видео я готовлю один из самых вкусных тортов, которые вообще есть в кондитерском мире. Это торт «Молочная девочка» с малиной. Торт, который нравится всем. Это просто хит, можно сказать. Готовится несложно, без желатина. Все покажу, расскажу в данном видео. Итак, приготовим сначала малиновую прослойку. Здесь у меня 250 грамм малинового пюре без сахара и без косточек. Наливаю туда 20 грамм лимонного сока, 20 мл. Все это перемешиваю и отправляю сейчас на огонь. Довожу до кипения. Малиновое пюре я делаю сама, перетираю малину через сито. Здесь у меня 60 грамм сахара, 25 грамм кукурузного крахмала. Сахара можете брать по вкусу. И 50 мл холодной воды. Сахара здесь можно брать по вкусу, можно больше брать. Кисленькое такое будет пюре. Но молочная девочка, сам по себе торт достаточно сладкий, поэтому больше сахара я здесь не добавляю. Малиновое пюре уже закипает, я отправляю туда всю крахмальную смесь тонкой струйкой при непрерывном помешивании.
Сейчас в кастрюлю с толстым дном на умеренном огне довожу всю эту смесь до кипения. И когда пойдут первые пузыри, я провариваю примерно еще 30 секунд и снимаю всю эту смесь с огня. Сейчас переливаю ее в ту емкость, где она у меня будет остывать до очень холодного состояния. То есть остудить нужно потом будет в холодильнике. Накрываю сейчас пищевой пленкой в контакт и убираю остывать. Приготовим тесто. 4 яйца среднего размера комнатной температуры. Разбиваю у них пленочки. Добавляю сейчас туда 200 грамм растопленного сливочного масла. Количество масла я здесь убавлять не советую. Рецепт этот очень многие уже попробовали на моем канале, именно самого теста. Все в восторге. Добавляю туда 2 банки сгущенного молока с сахаром. Банки сгущенки у меня европейские по 397 грамм. Я напишу, если на банку 380 грамм, сколько потом брать муки и разрыхлителя. Что муки нужно будет взять просто чуть поменьше. Перемешиваю все это. Масло, забыла сказать, не должно быть горячим, оно должно быть комнатной температуры. Вот такая жидкая основа у меня получилась. Добавляю сейчас туда, просеиваю 400 грамм муки. Если у вас банка сгущенки 380 грамм, значит нужно будет муки взять грамм на 20 поменьше на каждую банку. И добавляю туда 8 грамм разрыхлителя. Все это просто перемешиваю до однородности, и тесто уже готово. Я не пользуюсь здесь миксером. Оно замешивается прекрасно и обычным крупным венчиком. Сейчас духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Беру бумагу для выпечки. И вот смотрите, вот так вот по 3 столовых ложки я выкладываю на то место, где я буду потом наносить этот корж на бумагу. Здесь очень все просто. Вот примерно такое количество теста мне будет нужно. У меня будут обрезки. Конечно же, можно рисовать круги с изнаночной стороны этой бумаги простым карандашом. Потом по этим кругам ровно отмерять это все. Я этого не делаю. У меня всегда они с обрезками, но зато они будут идеально ровными, эти коржи. Коржи мне нужны по 20 сантиметров в диаметре. Выпекаются они примерно 7-8 минут. Крышка у меня здесь 20 сантиметров. Очень удобно ей вырубать. Обычная крышка от кастрюли. Потом уже, когда будут испеченные коржи. И вот таким образом немножко по диагонали выкладываю их, чтобы они все поместились. Убираю сейчас выпекаться примерно на 7-8 минут. То есть это все будет зависеть от вашей духовки. Вот до такого золотистого цвета я их выпекаю. Они очень быстро пекутся, и здесь очень важно, еще в горячем состоянии их уже нужно вырубать по форме или вырезать. Вы можете взять просто какую-то плоскую крышку, тарелку и по ней просто вырезать ножом. Это все на ваше усмотрение. Крышкой очень удобно. Никуда ничего не косит, сразу как вырубка. Пока у меня выпекались эти коржи, естественно, я наношу уже тесто на пергамент для следующих коржей. И этот процесс происходит очень быстро. Вот из такого количества теста получается 12 коржей минимум. Если будете еще тоньше наносить, то будет еще больше коржей. Обрезки останутся. С ними можно просто чай попить, либо же украсить бока торта. Здесь вот так вот ножницами вырезаю, для того, чтобы потом их сложить друг на друга, эти коржи. Потому что их нужно обязательно, так как они липкие, перестилать вот такой бумагой для выпечки. Здесь вырубаю следующие, у меня уже испеклись. Как я уже сказала, вы можете внизу под этими коржами, естественно, нарисовать себе обозначение, контуры эти по 20 сантиметров или там по 25 сантиметров, смотря как вам нужно. Тогда коржей, соответственно, будет меньше. И уже делать непосредственно по строгому контуру. Я так не работаю, мне вот так вот удобней. И здесь у меня получилось 12 коржей. Они полностью у меня по отдельности остыли, и только уже в остывшем состоянии. В таком состоянии они у меня будут храниться. 350 мл сливок, не менее 30% жирности, 100 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара. И добавляю туда также 300 грамм очень холодного сыра творожно-сливочного, 250 грамм холодного сыра маскарпоне,
Сливки, естественно, тоже очень холодные. Взбиваю сейчас все до устойчивых пиков. С сыром сливки взбиваются очень устойчивую массу, потому что сыр здесь держит уже как загуститель для этих сливок, потому что и жирность у сливок хорошая, и у самого сыра. Добавляю сейчас туда для аромата и для вкуса 150 грамм сливочного именно йогурта, 10% жирности в этом йогурте со вкусом малины. Натуральный йогурт с натуральным ароматизатором очень дополняет вкус этого крема. Всегда добавляю в молочную девочку. Вот такой вам секрет раскрываю. И получается необыкновенно вкусный просто крем. Много не нужно брать, а вот 150 грамм идеально. От крема отложилось сейчас 6 ложек столовых для украшений. Примерно, тут трудно сказать, небольших ложек. И сейчас где-то по 2-3 столовые ложки я накладываю на каждый корж и уже собираю торт. То есть этот торт очень быстрый. Вы можете его испечь, тут же остудить эти коржи и тут же уже его собирать. Эти коржи не требуют никакого отдыха. Хранить их также можно в герметичном пакете для пищевых продуктов, либо же в контейнере в большом, в холодильнике примерно 2 дня. Потом они потеряют свой аромат. Если будете дольше хранить в морозилке, примерно 2 недели. Очень холодная вот здесь у меня основа малиновая. Я ее переложила в кондитерский мешок, сделала у него такое небольшое отверстие и просто вот такой паутинкой сейчас наношу на коржи. Так как малиновой прослойки здесь не нужно много, иначе будет очень кисло, я наношу так хаотично, чтобы местами эта малина у меня проглядывала. Следующим коржом уже накрываю все это и в таком ритме собираю сейчас весь торт. Использовать я буду не 12 здесь, а 11 коржей, потому что если бы я не украшала этим кремом, мне бы для начинки хватило на 12 коржей крема. Но так как я еще откладывала на украшение, там выбрала из него еще также эти семечки, которые у меня были от йогурта, и украшу этим кремом. Также делаю с последующими всеми коржами, наношу вот так вот местами эту паутинку из этой малиновой прослойки. И в начинке этого уже будет вполне достаточно. Больше здесь не нужно, так как коржи очень тонкие и может потом быть очень кисло. Хочу сразу обратить внимание на количество сахара в этой малиновой прослойке. Вы можете его увеличивать до 100 грамм сахара. Но молочная девочка, сладкий торт, и здесь для вкуса я бы не стала увеличивать этот сахар. Ставлю сейчас в кондитерское кольцо в ацетатную пленку. Вместо ацетатной пленки очень часто задают мне вопросы, чем можно ее заменить. Конечно же, либо канцелярскими папками, файлами. Этот торт настолько стабильный, что его можно ставить даже без кольца. Его можно просто закутать в пищевую пленку и поставить его таким образом в холодильник. Минимум на 3 часа нужно убрать. У меня прошло примерно около 5 часов здесь. Я его достала из холодильника. Он уже полностью весь пропитался, этот торт. Вверх я ему также накрывала пищевой пленкой, чтобы он не заветривался. Снимаю сейчас с него ацетатную пленку. Торт получается идеально ровным, потому что я вырубала коржи. Коржи все пропитанные уже. Вот он у меня 12-й коржик, но я его не использовала, потому что здесь у меня 11 коржей, и крем, который у меня оставался, я удалила из него косточки, которые у меня были от йогурта. Там их было совсем немного, но все равно, чтобы мне вот покрыть ровным кремом. Крем, конечно же, я убирала в холодильник. Здесь это я показываю выравнивание такое очень простенькое. Крем уже, конечно, постоял в холодильнике, немножко уже вспузырился. Просто здесь, чтобы вам посмотреть, как можно сделать такое вот домашнее оформление. Здесь углом шпателя делаю бразильскую волну. Сейчас очень модное украшение. И в белково-заварном креме я его часто использую. И также вот можно вот на таком сырном креме использовать, конечно, не так ровно, как на белковом креме получится. И тем более, как на сливках, как это делается в Бразилии. Особенно если на растительных сливках, это будет вообще очень красиво смотреться. На сырном креме вот так. И тем более крем уже, как я сказала, постоял в холодильнике. Делаю разрез. Нарезается превосходно торт, нежнейший, он просто тает во рту.
И вот такой превосходный, красивый разрез у нас получается. Торт готовится очень просто. Конечно же, вместо этого крема вы можете использовать любой заварной крем из моего списка кремов в плейлисте рецепта кремов. И они туда подходят, особенно если сливочный крем Дипломат очень хорошо туда подходит. Сметанные кремы можно использовать. В данном видео я делаю роскошно, просто вкусный торт, шоколадный трюфель и торт этот молочная девочка. Готовится он совсем несложно, получается с очень насыщенным и богатым шоколадным трюфельным вкусом. Приготовим коржи. Здесь 300 грамм муки, 70 грамм обычного какао-порошка для выпекания, 8 грамм разрыхлителя, больше разрыхлителя брать не нужно. И все это просто перемешиваем до однородности и сейчас отставляем в сторону. Тесто я буду замешивать обычным венчиком, даже не буду использовать электрической техники. Здесь 4 яйца среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы, комнатной температуры. Разбиваем желтки и перемешиваем просто до однородности, ничего здесь не взбиваем. 200 грамм растопленного сливочного масла. Перемешиваем все это. Масло не должно быть горячим. Туда же я отправляю 760 грамм сгущенного молока с сахаром, обычной сгущенки. 2 российские банки сгущенки. Все это также перемешиваем. И сейчас просеиваем туда всю сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекать будем в режиме вверх-вниз на среднем уровне без конвекции. Коржи будут выпекаться очень быстро. Вот такой консистенции теста должно в итоге получиться. Берем пергаментный лист, выкладываю на него примерно 3 столовых ложки теста. 21 сантиметр в диаметре будет у меня каждый корж. Наносим на пергамент толщиной примерно 4 мм, даже не 5, 3-4 мм. Меряю сейчас по той крышке, по которой я буду вырезать. Оставаться будут у меня небольшие обрезки. И убираю примерно на 6 минут. Больше не нужно. Коржи пекутся очень быстро, пока печется один. Тут же наносим на пергамент уже следующий корж. И вот так очень быстро все это выпекается. Обрезаем сразу же корж, пока он еще горячий. Корж очень шоколадный, получается очень насыщенный во вкусе. Если корж будет лежать дольше, обрезки уже будут очень хрупкими и корж может у вас ломаться. Вот эти коржи можно хранить, складывая их друг на друга, но простилать нужно обязательно либо пергаментом, либо пищевой пленкой. Можно вот так по 2 коржа наносить на пергамент. Также они прекрасно выпекаются. Примерно на минуту подольше, может быть, они будут выпекаться. И тут же сразу же вырезаем их по контуру. Итак, теперь приготовим крем. 300 мл молока довожу до кипения. Здесь 150 грамм сахара, 35 грамм кукурузного крахмала перемешиваем вместе. 200 мл молока, отправляю туда всю крахмальную смесь, перемешиваю. Здесь 3 яйца, 8 грамм ванильного сахара или ванильного экстракта. Смешиваем сейчас все это до однородности. Вливаем туда всю крахмальную смесь, перемешиваем. 300 грамм молока нагрелось практически до кипения. Вливаю туда всю яично-крахмальную смесь. Идем сейчас на плиту. На умеренном огне в кастрюле с толстым дном при непрерывном помешивании доводим смесь до кипения. Как только мы увидим первые пузыри в этой смеси, провариваем эту смесь еще примерно 20-30 секунд, не больше, чтобы просто заварился крахмал при непрерывном помешивании. Все это происходит достаточно быстро.
и тут же снимаем с огня. Добавляем туда 100 грамм темного шоколада, у меня 60% какао, можно брать 70% какао, но не ниже. И перекладываем сейчас в ту емкость, накрываем пищевой пленкой в контакт, в ту емкость, в которой этот крем будет у нас остывать до комнатной температуры. 250 грамм сливочного масла нагрелось у нас до комнатной температуры. Добавляем туда сейчас 2 с горкой столовых ложки какао-порошка для выпечки. Также я добавляю туда несколько капель ромовой эссенции, ромового ароматизатора. Можете коньяк добавить. И взбиваю примерно 4-5 минут масло вместе с какао, чтобы оно очень хорошо объединилось с какао-маслом. Теперь добавляю туда по несколько ложек заварной основы, которая остыла до комнатной температуры, но она не холодная. И в несколько приемов просто перемешиваю, ничего долго не взбиваю, просто чтобы объединились эти две массы. Крем будет не очень стабильным, потому что крем у нас здесь начиночный. Для того, чтобы он был для украшения, нужно добавить просто больше масла. И начинаю сборку торта. Выкладываю по 2 полных столовых ложки на корж. У меня получилось 11 коржей с большим количеством обрезков. Если очень точно вымерять количество теста, то получится 12 коржей. Смело вот из этого количества теста. Я собрала торт и убираю его на ночь в холодильник. У меня прошла ночь. Я достала торт из холодильника. На водяной бане нагрела 100 грамм шоколада темного 60% и 100 грамм сливочного масла. Делаю классическую пражскую глазурь, как на торт Прага. И убираю в холодильник примерно минут на 20. Достала из холодильника, убираю цитатную пленку. Остатками глазури выравниваю просто слегка бока торта. Вот таким тонюсеньким слоем. И посыпаю обильно какао-порошком. Здесь где-то 20-30 грамм какао-порошка нужно для этого. Вот так вот можно в виде пня даже его украсить. Берем обычную силиконовую кисточку. Вот так прекрасно, мягко нарезается этот торт. Торт получается очень-очень благородным во вкусе. Я думаю, что он порадует всех любителей конфет-трюфель. Молочная девочка в данном торте приобрела совершенно новое сияние, я бы сказала. То есть этот торт, который любим просто миллионами, в данном исполнении, я думаю, полюбится всем любителям шоколадных десертов и тортов. Он очень нежный, очень сочный. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Или карамельная молочная девочка с очень ярко выраженным карамельным вкусом и в коржах, и в креме. Вот такой шикарный разрез у этого торта. Коржи нежнейшие. Также готовится на основе сгущенного молока, но я в моем рецепте добавляю обязательно туда карамельную основу, которую сейчас я покажу, как я ее готовлю в начале видео. Также крем у меня здесь в прослойке карамельный пломбир. Подробнейшее видео есть на моем канале, как я его готовлю. И, пожалуйста, проходите по ссылке в описании и смотрите, как готовится этот крем. И сверху у меня тоже масляный карамельный крем на основе вареного сгущенного молока. Вот такая нежнейшая текстура у коржей. Видите, похож на медовик, но это далеко не медовик, абсолютно другого вкуса. Очень нежный, буквально тает во рту. И не зря я здесь украсила его слегка абрикосами. Кто любит с кислинкой, этот торт очень хорошо сочетается в начинке именно с абрикосами, вот с курагой. Итак, что мне понадобится для приготовления коржей? 3 яйца, банка вареного сгущенного молока, 200 грамм карамельной основы, которую мы сейчас вместе с вами приготовим, 300 грамм муки, 6 грамм, всего лишь 6 грамм разрыхлителя, это в оригинальном моем рецепте, это немецкий рецепт изначальный у меня, и 150 грамм растопленного сливочного масла. Итак, всегда для карамельной молочной девочки, как и для крема пломбир карамельного, я готовлю мою карамельную основу. Готовится она очень быстро,
из очень простых ингредиентов. Здесь у меня 100 грамм сахара и 200 грамм молока. На полном огне я разогреваю и ту массу. Молоко мне нужно сейчас довести до состояния очень горячего. Не до кипения ни в коем случае. Сахар карамелизируется в кастрюльке с толстым дном. И сейчас я покажу, до какого цвета нужно его довести. Масло еще мне нужно будет туда добавить 20 грамм. Молоко я снимаю, оно не дошло до кипения, но очень-очень горячее. Вот до такого цвета должна дойти сахарная масса. Цвет такого майского меда, скажем так, весеннего. И все, несмотря на то, что там еще комочки сахара есть в этой массе, в карамельной, я выключаю огонь, и при выключенном огне я постоянно его помешиваю, и он растапливается вот до такой янтарной массы. Туда же я ввожу размягченное сливочное масло и вмешиваю просто его туда ложкой. Соль я туда ни в коем случае не добавляю. Это не соленая карамель, это просто такая молочная карамель, как карамельная основа для теста. И такую же карамельную основу я всегда готовлю для пломбира, карамельного крема пломбир. Проходите по ссылке в описании, подробнейшее видео накануне вышло на моем канале. И смотрите, горячее молоко я ввожу в карамельную основу вот такими небольшими порциями. Иначе начнет все очень сильно выкипать, пениться, и можно очень сильно обжечься при этом. Поэтому будьте аккуратнее, вводите. 200 грамм я ввожу буквально в 5 приемов. Не меньше, потому что иначе все это просто будет из кастрюльки выплескиваться. Я перемешиваю все это до однородности. Видите, вот такая вот жиденькая масса получается, такая она мне и нужна. И сейчас я опять включаю на полную мощность плиту и разогреваю это все буквально до первых булек, довожу это до кипения. И карамельная основа моя будет готова. Я обязательно ее всегда делаю, потому что не всегда качество вареного сгущенного молока меня устраивает для этого торта. И нет такого богатого карамельного вкуса и запаха у коржей тогда. А с карамельной основой это всегда можно достигнуть. И карамельная основа, она гораздо бюджетнее, чем половина банки сгущенного молока. Итак, карамельная основа дошла до булек, она у меня готова. Я ее через сито процедила вот в эту емкость и оставляю остывать до комнатной температуры, накрыв ее пленкой в контакт. Итак, для теста 3 яйца средних, банка сгущенки вареной, 200 грамм остывшей нашей карамельной основы, 300 грамм муки, 6 грамм разрыхлителя для теста, не больше, иначе коржи будут бугристые и будут такие суховатые, и 150 грамм растопленного сливочного масла. Карамельную основу я ее накрывала пленкой в контакт. Обязательно это нужно сделать, иначе она просто у нас подсохнет сверху. Яйца я всегда вот так вот перемешиваю венчиком, потому что вот эта вот вареная сгущенка, она имеет совсем другую текстуру, не такую, как обычная сгущенка, и она очень плохо связывается с ингредиентами. Вы можете, еще раз повторяю, если вы не хотите готовить карамельную основу, и у вас очень хорошая вареная сгущенка, вы можете взять 1,5 банки вареной сгущенки. У меня же, к сожалению, немножко другая ситуация. Вареная сгущенка нет у меня здесь такого большого выбора, как вот в России, допустим. Поэтому я всегда делаю с карамельной основой. Еще раз я все это прорабатываю венчиком, потом я все это еще миксером буду прорабатывать. Просто вареная сгущенка может давать такие комочки. И под конец я ввожу туда растопленное сливочное масло. И в принципе вся эта основа у меня уже готова. Продукты, конечно же, должны быть все комнатной температуры. Масло не должно быть горячим, оно должно быть вот уже подостывшим таким. Теперь я все это еще раз прорабатываю миксером ручным, чтобы уже я окончательно была уверена, что не остались комочки от именно вареной сгущенки. Такое бывает очень часто в карамельных коржах. Теперь через сито я просеиваю в жидкую смесь всю муку и разрыхлитель. Это нужно сделать обязательно, потому что
в именно коржах на сгущенном молоке зачастую разрыхлитель не расходится. Проверено уже на многолетнем опыте. Поэтому обязательно просеиваем туда разрыхлитель. Итак, сейчас миксером также я замешаю это все. Здесь я венчиком замешивать не советую. Можно, конечно, но очень будет тяжело расходиться, потому что вареная сгущенка, она все-таки плотнее, чем обычная сгущенка. Вот этой массы теста у нас идет ровно, подходит на 2 противня. Противни у меня 42 на 31 сантиметр. Ну, 40 на 30 сантиметров. И распределяем все это очень гладко, чтобы был ровный корж. Плита у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Выпекать я буду вверх-вниз, без конвекции. Где-то 10 минут в моей плите, потому что корж большой. И где-то 10 минут у меня он будет выпекаться. Слегка такие золотистые бугорки на нем будут образовываться, и вы увидите, что он готов. Корж готов. Теперь я также точно остужаю, во-первых, противень. Обязательно, чтобы он был остывшим. Не надо на горячий противень. И также точно я наношу уже на пергаментную бумагу, на бумагу для выпечки. У меня она качественная, силиконизированная. И наношу точно так же, и при 200 градусах Цельсия я выпекаю где-то примерно 10 минут. Вот видно, да, получился еще один у меня корж. Теперь остужаю полностью коржи. Их сразу же можно собирать из них торт. Они очень такие податливые, они не крошатся. Не нужно им отстойки давать этим коржам. Очень и очень хорошие. По линейке я сейчас размечаю, чтобы у меня была середина. И просто нарезаю уже на 4 ровных части. Вы же можете на 2 половины просто разрезать и собрать торт побольше диаметром. Видите, какие ровные коржики. У них дно абсолютно идеально отстает от бумаги для выпечки, потому что здесь хороший процент сливочного масла. И со вторым коржом я проделываю то же самое. Вот они, это они еще теплые у меня коржи. Очень, они не липнут практически к рукам, очень хорошие получаются. И я советую все-таки приготовить эту карамельную основу. Она готовится очень быстро, и тем самым и бюджетнее выйдет торт, и гораздо более ароматным. Коржи я разрезала, обрезки я слегка обрезала, потому что вы можете из обрезков потом украсить этот торт. Также я готовлю к этому торту вот такой карамельный крем-пломбир. Здесь я не буду на нем останавливаться, подробнейшее видео есть на моем канале. Проходите по ссылке в описании. Вкуснейший крем, бюджетный достаточно, без яиц, без сыров творожных и сливочных. Итак, я начинаю собирать торт. Здесь я уже взвесила, что примерно 3 столовых ложки, если я буду накладывать по 3 столовых ложки, мне как раз где-то по 140 грамм у меня в них будет. И мне хватит на 7 прослоечек, здесь, чтобы прослоить мои 8 коржей. Вы же смотрите по своей ситуации, вот именно вот этого количества крема хватает на это количество коржей. Либо же у вас хватит, допустим, где-то будет 8, может быть 10 коржей, у вас будет диаметром 18 сантиметров, если вы вдруг круглый захотите испечь. Но 8 где-то, может быть, по 20 сантиметров будет коржей. Смотрите уже по своей ситуации, как вам удобнее. Или вот квадратными их прямоугольными выпечь, или круглыми, кому нужно. И также я делаю буквально со всеми коржиками моими. Ничего пропитывать здесь не нужно. Торт нежнейший, его в принципе через пару часов уже после того, как мы его соберем, его уже можно разрезать и кушать. Итак, я накрываю также коржом, я не буду его ничем уже прослаивать. Я хочу, чтобы осталась у меня вот такая вот основа просто из коржа. Я люблю так оставлять, потому что коржи действительно очень нежные, пропитаются даже нижним слоем крема. Убираю я шпателем лишнее, мне потом придется после холодильника его еще раз. У меня нет такой формы просто, чтобы вот стянуть его в форму. Мне еще после холодильника придется подобрезать вот эти вот обрезочки у него. Ну, потому что формы нет, во что мне его убрать. Итак, теперь ночь у меня прошла, простояла в холодильнике ночь у меня мой торт, и я хочу приготовить масляно
масляный крем на сгущенном молоке, на вареном, чтобы украсить просто этот тортик. Но здесь я сделаю этот крем именно с карамельной такой ноткой. Я возьму 250 грамм масла и банку вареной сгущенки. Банка у меня практически 400 грамм. Если у вас 380, это ничего тоже страшного, вы также можете ее использовать. Но в этом рецепте будет такая карамельная нотка. Не 1 к 1 берем, а больше сгущенки берем. Масло взбили до пышности и вводим туда все сгущенное молоко. Поначалу масло может начать расслаиваться со сгущенкой, потому что образуется эмульсия, но нужно еще где-то минутку повзбивать, и потом обе эти массы соединятся. Смотрите, какой глянцевый, гладкий, красивый крем у нас получается, и очень-очень вкусный. Итак, крем готов, и теперь я могу выровнять мой торт. Я достала торт из холодильника, обрезала у него слегка бока, потому что немножко, конечно же, без формы они у меня разошлись в разные стороны, но я ему придала буквально там пару обрезочков небольших, придала ему хорошую геометрическую форму этому тортику. И теперь просто палеткой я наношу приготовленный только что крем и выровняю до конца уже пластиковым обычным шпателем. Итак, теперь я беру насадку 1М. И из кондитерского мешка я хочу украсить просто такими незатейливыми бордюрами. Этим же кремом карамельным я хочу украсить уже бортики у торта. Крем этот хорошо держит форму и очень-очень такого карамельного насыщенного вкуса. Для домашнего чаепития очень даже можно приготовить вот такой торт, и поверьте мне, все ваши гости будут просто в восторге. Также я сверху хочу украсить этот торт именно курагой, потому что курага, как я и сказала в начале видео, она очень хорошо сочетается по вкусу именно вот со всеми этими карамельными коржами и кремами. Курага, она дает такую благородную кислинку. Если кто-то любит с кислинкой, кто не любит, вы можете просто кушать вот именно этот торт так, как вот он и есть. И в начинку можно курагу также добавить. Сегодня в данном видео я делаю один из самых быстрых и вкусных тортов. Это торт «Молочная девочка», шоколадная. Торт, на приготовление которого уйдет не более часа моего личного времени. И торт, который буквально тает во рту и получится даже у новичков. 170 грамм муки, 20 грамм какао-порошка, 4 грамма разрыхлителя. Разрыхлителя я здесь больше брать не советую. Все это перемешиваем и отставляем пока в сторону. Я беру также 2 яйца среднего размера, комнатной температуры, весом примерно по 50 грамм. Также беру вот такую сгущенку 400 грамм. Здесь у меня именно та самая немецкая банка сгущенки, потому что я уже очень много лет живу в Германии, и вот решила вам показать. Она так и называется по-немецки Milchmädchen, то есть это переводится как молочница, молочная девочка. От этого и произошло название данного торта – молочная девочка. 100 грамм растопленного сливочного масла, все это перемешали. Как видите, здесь я не пользуюсь даже миксером. Добавляю туда сейчас порциями всю сухую смесь. Можно сразу все добавить, мне просто так удобнее. Все это перемешиваю сейчас венчиком. Просеиваю эту сухую смесь. Духовка у меня уже разогрета на 200 градусов Цельсия. Пекутся коржи буквально по 8 минут, больше здесь не нужно выпекать. Все собираем со стеночек посуды, перемешиваем, и можно уже выпекать коржи. Здесь я еще хочу добавить просливочное масло растопленное, оно ни в коем случае не должно быть горячим. Итак, делим визуально тесто, примерно на 2 равные части. Выливаем одну часть теста, одну половину теста на пергамент. Наносим его аккуратно. Примерно по 3-4 мм должен быть каждый корж. Совсем тонко не наносите, потому что у меня там в одном месте будет такой немножко совсем тонкий слой. Он будет более такой хрупкий. Этого лучше избегать. Наносим так, чтобы с запасом они у нас были. Особенно уголки выравниваем всегда в таких вот квадратных
прямоугольных формах, да, чтобы потом у нас на все коржи, которые мы будем нарезать более мелкие из этого огромного пласта, чтобы у нас хватило. И отправляем сейчас выпекаться на 8 минут, потому что больше не нужно здесь. При температуре 200 градусов Цельсия на среднем уровне, верх-низ без конвекции, буду выпекать не более чем 8 минут. Шоколадные коржи всегда трудно определить на готовность, но вы это по времени ориентируйтесь лучше здесь. Уголки, видите, всегда внимательно к уголкам относимся. Перекладываю сейчас на противень. Здесь немножко у меня слиплась эта бумага, но ничего страшного, здесь быстрый такой тортик, то есть справится даже новичок. Убираю выпекаться. Пока печется этот корж, я уже наношу на пергамент следующий корж. Кто-то пишет, что у кого-то плохо от пергамента отстают коржи молочная девочка. Видимо, пекут не по моему рецепту, не на сливочном масле. Пергамент берите силиконизированный. Они очень хорошо отстают от пергамента, эти коржи, когда печем с хорошим количеством сливочного масла. То есть не нужно жалеть здесь сливочное масло. Вкус получается необыкновенно вкусный. Все тесто у меня ушло. И также уголки здесь подравниваем, чтобы хватило потом. И ждем, пока у нас 8 минут проходит. И как раз мы успеем нанести равномерно вот этот слой теста. Испекся у меня предыдущий корж. Сразу же его, ничего не ожидая, здесь нужно сразу разрезать его на коржи. Пока он еще, можно сказать, горячий. То есть не нужно ждать, что он у вас должен там остыть полностью. Он может сломаться просто корж. Убираю сейчас выпекаться также на 8 минут. Испекся у меня первый корж. Сейчас сразу же я его разрезаю на 3 коржа. Противень здесь у меня 32 на 42 сантиметра. То есть я здесь разрезаю на 3 равных коржа с помощью линеечки. Обрезки, конечно же, оставляем для посыпки торта. Вот видите, у меня здесь одно место, где более такое тонкое оно, и поэтому оно немножко у меня подпеклось. Различные виды тортов «Молочная девочка» вы найдете на моем канале в плейлисте «Рецепты тортов». Торты «Молочная девочка» именно различных форм и с очень разными начинками, и с очень разными коржами вы найдете там. Обязательно, если вы хотите заранее испечь эти коржи, обязательно их нужно складывать на пергамент. Коржи липкие получаются. Обязательно нужно прослаивать либо бумагой для выпечки, либо, если уже у вас нету, там вы на самом противне пекли, тогда нужно хотя бы пищевой пленкой их прослоить между собой. Это же количество теста вы можете использовать на диаметр круглого тортика 18 сантиметров в диаметре. Тогда у вас получится полноценный красивый тортик примерно в 6-7 коржей. Коржи можно хранить пару дней в холодильнике, завернув их в пищевую пленку. Обрезки сейчас будем использовать. Их можно руками измельчить, можно в измельчителе. Вот так можно их складывать друг на друга. И в холодильник также. Их можно заморозить. Пару недель можно в морозилке держать. Ничего с ними не произойдет. Здесь у меня 200 мл сливок, которые я довела до кипения. И 200 грамм молочного шоколада, но с хорошим процентом какао. 40% какао здесь у меня. Я просто растапливаю шоколад, можно сказать, в горячих сливках. Все это перемешала. И остужаю сейчас. Эта смесь уже хорошо остыла. Остужаю сейчас до холодного состояния в холодильнике. Буквально, если у вас мощный холодильник, потребуется, может быть, не более часа. Вот эту опцию можно сделать заранее, еще перед выпеканием коржей. И добавляю сейчас туда 400 грамм миллилитров сливок для взбивания, очень холодных. То есть обе массы сейчас должны быть очень холодные. Взбили. То есть крем, по сути, из 2 ингредиентов. Он у меня есть на канале, это подробный рецепт. Я вам ссылочку оставлю в описании к данному видео. Здесь, конечно, можно использовать и различные сметанные кремы. Большое количество на выбор рецептов именно бюджетных кремов вы найдете у меня на канале в плейлисте «Рецепты кремов». И теперь уже можно начинать сборку торта. То есть торт
очень быстро. Если вам нужно очень быстро, допустим, на предстоящие праздники зимние, я бы советовала сначала приготовить вот эту шоколадную основу для крема, чтобы она у вас очень хорошо охладилась в холодильнике, просто размешать и поставить в холодильник. Пока у вас пекутся коржи, основа для крема уже охладится, и вы можете очень быстро взбить этот крем потом. Коржи остывают тоже очень быстро. То есть быстрее, чем данный вариант торта «Молочная девочка», я уже не знаю. Если у вас банка сгущенки не европейская, как у меня, а 380 грамм, у меня 400 грамм здесь банка, а если 380 грамм, нужно брать муки тогда на 10 грамм поменьше, чтобы тесто не было слишком густым. Сейчас измельчаю обрезки и буду посыпать ими бока. Если вы заметили, я последний корж положила просто дном вверх, он такой более ровный у меня, и я его оставлю вот в таком вот виде. Часть крема я оставила на украшение и сделаю такие как бы 3 косички. Здесь у меня самая простая кондитерская насадка, открытая звездочка 8 мм. Этот торт, без преувеличения можно сказать, что завоевал сердца миллионов сладкоежек. Теперь я, надеюсь, многим ответила на вопрос, почему такое странное название у этого торта. Потому что банка сгущенки, немецкая, та самая, по которому был назван этот торт, выглядит вот так, с молочницей на этикетке. Поэтому и называется этот тортик «Молочная девочка», потому что по-немецки «Мильхмедхен» – это и есть та самая молочница, молочная девочка. Если вам нужно очень быстро подать на стол этот тортик, я его советую, конечно, оставить при комнатной температуре на час, чтобы коржи пропитались, они пропитываются очень быстро. Если у вас нет такой необходимости, оставьте его часа на 3-4 в холодильнике, можете на ночь оставить, будет еще лучше, и тогда можно подавать. То есть торт абсолютно неприхотливый и очень быстрый. И самое главное, просто необыкновенно вкусный. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.